Мы всегда, назначая упражнения, будем стремиться к следующим моментам. Раньше Siemens и Travel работали при помощи введения новокаина в эти зоны. Обычно это люди напряженные, люди, у которых постоянный мышечный тонус везде. В первую очередь это могут быть спортсмены, которые именно перетренируют мышцы. Если вы делаете какие-то упражнения или физическую активность, растяжки, все что угодно, мы видим образование, к примеру, триггерной точки. Очень интересный феномен заключается в том, что в первую очередь надо ориентироваться не на силу боли, а на... Всем привет, с вами доктор Демченко, и сегодня четвертая заключительная часть лекции о болях в спине. Сегодня мы обсудим принцип подбора упражнений при болях в спине, а также те технологии и проблемы, которые не вошли в первые 3 выпуска. О чем я бы еще хотел поговорить в начале? Это о мягкотканных проблемах и мягкотканных техниках. То есть это о специалистах, которые работают с массажем, с фасциальной терапией, такие как FDM-терапия или терапия по Стекко, или работают по мышечным поездам Майерса. Это большое направление работы с мягкими тканями, с мышцами. До этого мы в основном говорили больше про работу с позвоночником, суставами. Дело в том, что в разных концепциях и в разных школах делается разный акцент на важность того или иного компонента проблемы. Очень часто мы видим, что задействованы в проблеме и мышцы, и сустав, и нарушение движения, и все как-то работает вместе. С чего начинать? Обычно идет от специалиста и от его методик, которые он применяет. Или от превалирующего компонента, который вот на данный момент времени дает больше симптомов, если врач умеет работать с разными концепциями и методиками. Итак, в каком случае сначала мы будем применять мышечные подходы? В первую очередь это могут быть спортсмены, которые именно перетренируют мышцы, когда у них возникают спазмы и мышечные укорочения, именно связанные с тренировочным процессом, и изначально проблема находится в мускулатуре. Это могут быть ситуации, когда не спортсмены, но также перегружают именно мускулатуру и в первую очередь болят мышцы. Или же это могут быть ситуации, когда видно, что суставная проблема уже ушла, например, амплитуда движения хорошая, сустав двигается полностью без боли, но мы видим образование, к примеру, триггерной точки. Это такой патологический спазм в мышце в виде такой как бы тяжа или горошины, при нажиме на который возникает радиация и возникновение той боли, как раз таки, которая беспокоит человека. То есть, когда мы видим либо триггеры, либо укорочение тканей, либо проблему с фасцией. Какие методы чаще всего я использую? Это либо dry needling. Dry needling — это разрушение вот этого патологического спазма, триггера при помощи введения в него китайской иглы под разными углами. Это не китайская техника, это американская техника, которая вышла из работ Siemens и Travel по триггерным точкам. Раньше Siemens и Travel работали при помощи введения новокаина в эти зоны. И потом уже обнаружили, что работает не введение новокаина, а введение иглы в триггерную точку. И, соответственно, заменили шприцы на китайские иглы, потому что они менее травматичны, и назвали сухое обкалывание, да, потому что перед этим было использование новокаина. Обычно при введении иглы в триггер возникает локальная судорожная реакция, такой локальный быстрый спазм мышцы, после которого мышца хорошо и надолго расслабляется. Эти триггерные точки чаще всего образуются в мышцах, которые неправильно используются, либо на фоне блокировки суставов рядом, либо на фоне каких-то острых воспалительных ситуаций. То есть обычно это затянувшиеся какие-то болевые ситуации, в которых мышцы особенно неправильно используются, там вот образуются такие спазмы. Можно посмотреть на карту триггерных точек. Это основные места, в которых чаще всего бывают триггерные точки. Более крупным отмечены основные, самые значимые триггерные точки, которые чаще всего дают болевой синдром. И такое бывает часто, что боль от таких триггерных точек может имитировать боль, идущую по нерву,
или боль от фасцитарного сустава. Тогда делаются дифференциальные тесты, как я уже говорил, отличаются проблемы, связанные с нервной системой, от проблем, связанных с мягкотканным компонентом, от проблем, связанных с суставом. Также триггерные точки можно разрушать при помощи ударно-волновой терапии или раздавливать пальцем, как это делается, например, в глубокотканных массажах, или же какой-нибудь деревянной палочкой, как в тайских техниках. Очень часто в этнических техниках работы с телом используется работа с триггерными точками. Еще одной проблемой, которую мы не осветили о болях в спине, может являться диспозиция таза или разница длины ног. То есть скрученный таз, косой таз или разница длины ног, которая будет запускать компенсаторный сколиоз в поясничном отделе позвоночника. Более подробно вы можете посмотреть в нашем видео про разницу длины ног. И теперь перейдем к упражнениям, к принципу их подбора и к примерам конкретных упражнений под конкретный болевой синдром. Итак, мы уже поговорили о том, что есть центральная боль, которая связана с психологией, которая связана с головным мозгом. Есть проблемы, связанные непосредственно с нервом, как нейропатическая боль. Есть проблемы, связанные с воспалением. И есть проблемы, связанные с нестабильностью и тугоподвижностью суставов. Теперь, какие упражнения, каким образом можно подбирать в эти ситуации? Для центральной боли будут подбираться упражнения, которые либо вызывают хорошую релаксацию во всем теле, потому что обычно это люди напряженные, люди, у которых постоянный мышечный тонус везде, и этот мышечный тонус, он генерирует дополнительное напряжение в центральной нервной системе. И мы, расслабляя все тело, можем уменьшать стресс на центральную нервную систему. Хорошо подойдут дыхательные упражнения, хорошо подойдет йога, хорошо подойдет пилатес. То есть такие медленные, приятные, под тихую, спокойную, приятную музыку. С другой стороны, также могут подходить такие нагрузки, как бег. Почему? Потому что во время высокоинтенсивных нагрузок аэробного характера может выделяться эндорфины, повышаться выработка эндорфинов, и таким образом мы тоже можем влиять на более и болевой порог. Если мы говорим о нейропатической боли, то есть когда у нас проблема с самим нервом, то чаще всего это будут упражнения на нейромобилизацию, предложенные Шеклоком. Это специфические упражнения, которые улучшают скольжение нерва, потому что при скольжении нерва улучшается его подвижность, улучшается в нем кровоток и могут уменьшаться признаки нейропатической боли. Если же проблема связана с воспалением или острым повреждением тканей, упражнения не применяются. То есть мы выжидаем, пока воспаление спадет, применяем противовоспалительные препараты, покой, но физически человека не нагружаем. Если же у пациента проблема связана с гипермобильностью, то упражнения будут направлены на улучшение контроля движения и на статическую силу мышц. То есть это будут статические упражнения и очень медленные динамические упражнения. Пример таких упражнений вы можете увидеть в наших видео про шейный и поясничный отдел позвоночника. Чаще всего нестабильность развивается в шейном и поясничном отделах позвоночника. Если же проблема связана с тугоподвижностью позвонков и с напряжением тканей, тогда мы будем использовать упражнения, которые улучшают подвижность позвоночника. Это в первую очередь упражнения Робина Маккензи. И такие упражнения вы можете увидеть у нас в ролике про грудной отдел позвоночника. Вообще грудной отдел позвоночника чаще всего страдает от тугоподвижности, причем даже у гипермобильных людей. Иногда ситуация с болью в спине бывает связана с нарушением позиции в позвоночнике. К примеру, мы можем видеть такое при гиперлордозе или гиперкифозе, то есть усиленных изгибах позвоночника, или при сколиозе. Тогда упражнения носят специфический характер, и они направлены в одних местах на улучшение подвижности, в других местах на уменьшение подвижности.
Это такие комбинированные упражнения на изменение позиции позвоночника. Например, можно такие упражнения, комплекс таких упражнений увидеть у нас в видео про гиперлордоз, да, где мы изменяем позицию позвоночника, уменьшаем поясничный прогиб. Обычно это комбинированные упражнения. Следующий тип упражнений — это силовые упражнения на увеличение мышечной массы. Такие упражнения обычно даются пациентам, у которых нету проблемы с гипермобильностью или тугоподвижностью, или эти проблемы уже устранены другими методами, и им не хватает именно мышечной силы. Причем чаще всего это назначается пациентам, которые занимаются, к примеру, любительскими видами спорта или танцами, или какими-то дополнительными физическими нагрузками, где обычный объем мускулатуры уже не справляется с повышенными к нему требованиями. И тогда мы даем уже обычные упражнения, которые вы делаете в зале, для того, чтобы просто увеличить мышечную массу. Это работа с весами. То есть это не совсем лечебные упражнения. Это уже будут такие, скажем, профилактические упражнения и упражнения, которые увеличивают запас прочности. Еще одним важным аспектом подбора любых упражнений, физических нагрузок при грыже в шейном или поясничном отделе позвоночника является так называемая централизация и периферализация симптомов. Что это означает? На этой картинке хорошо показан этот феномен. Эта иллюстрация демонстрирует зону боли по отношению к тому, насколько сильно межпозвонковый диск протрузией или грыжей сдавливает нервный ствол. Соответственно, чем сильнее происходит сдавление, чем дальше на лопатку и руку распространяется болевое ощущение. Здесь мы можем увидеть, каким образом это будет происходить, если ситуация будет улучшаться. На первой картинке сильное сдавление, на следующей уже до локтя меньше, меньше, меньше. В идеале боль должна перейти в точку, примерно соответствующую позиции грыжи. Если вы делаете какую-то гимнастику, какое-то упражнение или какой-то вид спорта и видите, что симптомы в руке начинают распространяться из центральной точки на периферию, значит, эти упражнения приносят вред вашей ситуации. Если вы делаете какие-то упражнения или физическую активность, растяжки, все что угодно, массаж или мануальную терапию, то есть любое воздействие, которое будет изменять локацию боли на более центральную, будет приносить вам пользу. Причем очень интересный феномен заключается в том, что при централизации боли, то есть когда боль с периферии уходит ближе к центру, мы можем получить более интенсивную боль в центре. И это тоже считается хорошим признаком. Очень бывает сложно объяснить пациентам, что когда у них немного болит вся рука, это плохо, а когда у них довольно сильно болит только лопатка, это хорошо. Почему? Потому что пациенты часто ориентируются на силу боли. Но именно в ситуации с грыжей в первую очередь надо ориентироваться не на силу боли, а на локацию боли, то есть где это происходит, и на вторичные неврологические признаки, такие как атрофия мышц, или слабость, или онемение. Такая же картина у нас происходит и в ноге. Чем ниже идет иррадиация боли из спины, тем хуже ситуация. Вот пример из клиники, когда пациент ко мне пришел и говорит, что у него болела спина достаточно интенсивно. Он пошел к мануальному терапевту, мануальный терапевт произвел резкое скручивание, после чего спину отпустило, но заболела икра. И как бы все хорошо, в спине ничего не больно, но икра занемела, заболела, начала стрелять, потом начала как-то подшлепывать стопа. И пошел неврологический дефицит ниже коленного сустава с мышцами. Вот. И что это значит? Пациент думал, что ему хорошо помогли, в спине боль убрали, но вот что-то присоединилось к ноге. На самом же деле произошла периферализация. То есть что произошло? Боль из центра ушла на периферию. Причем не обязательно, что будет дорожка боли из центра на периферию, это могут быть как пятна боли, то есть у него вот ушло все в икру, и это означает, что мануальный терапевт ухудшил ситуацию, давление на корешок, наоборот, увеличилось. И после работы с этим пациентом, со временем у него в ноге стала увеличиваться сила и улучшаться чувствительность, но боль начала возвращаться в спину.
Это был хороший знак, потому что это всегда говорит о том, что ситуация улучшается. Поэтому для самоконтроля всегда пользуйтесь этой схемой. В любом случае, мы всегда, назначая упражнения, будем стремиться к следующим моментам. Первое, чтобы человек как можно больше двигался, потому что отсутствие движения ведет к сокращению объема движения в суставах и стягиванию капсулы, стягиванию мускулатуры и ухудшению кровотока в периферических тканях, в суставах, в мышцах, в костях. И это очень важно, чтобы мы давали постоянное движение, постоянные нагрузки. Если мы, к примеру, возьмем межпозвонковый диск и остеохондроз, то в первую очередь профилактикой для остеохондроза и дегенеративных изменений в позвоночнике будет нагрузка на эту зону. Почему? Потому что диск не имеет собственных сосудов, и он питается из окружающих тканей. А какие ткани окружают межпозвонковый диск? В первую очередь питание идет из тел позвонков. Дело в том, что в позвоночнике идет очень активное кровоснабжение. Вы можете посмотреть на капиллярную сеть внутри ключицы. Фактически каждая кость вот так вот полностью пронизана кровеносными сосудами и очень хорошо кровоснабжается. И когда мы идем быстрым шагом или делаем легкий бег, то помпажная нагрузка на диск и позвонки усиливает кровоток в позвонках и усиливает питание диска. С другой стороны, межпозвонковый диск также окружен и паравертебральной мускулатурой, то есть мышцами, которые находятся вокруг позвоночника. И если эти мышцы получают достаточно кровотока, то достаточное количество питательных веществ также уходит в межпозвонковый диск. Поэтому один из важнейших принципов упражнений – это дать достаточный объем нагрузки, чтобы человек не простаивал. Очень важно работать с психологическим аспектом, потому что зачастую мы видим, что пациент начинает избегать каких-то видов деятельности и бояться каких-то видов деятельности из-за того, что у него когда-то была проблема. У меня была пациентка, которую я попросил сделать стандартное тестирование, прогнуться назад. Она говорит: Владимир, я уже 15 лет не прогибаюсь назад, потому что мне врач сказал, что мне нельзя прогибаться назад. И вы представляете, что происходит с позвоночником у такого человека? Ведь дело в том, что если сустав перестает двигаться в каком-то направлении, он через время просто теряет возможность это делать. Фактически эта девушка в 30 лет уже практически не могла никаким образом прогибаться назад. И только длительные упражнения на прогибы по Маккензи где-то за 3 месяца восстановили ей объем амплитуды прогиба в пояснице. И такие вот ограничивающие установки, очень важно их убирать, с ними работать. То есть очень важно, когда человек боится поднимать больше 3 килограмм, когда человек боится наклоняться, когда человек боится прогибаться, боится бегать. Вот с этими моментами нужно работать, потому что идея запретов, она хорошо работает только в остром воспалительном периоде. То есть мы запрещаем активность только когда человеку совсем плохо. И по мере выздоровления нужно назначать все более и более сложные и интересные для пациента упражнения. Это общий принцип реабилитации. Если у вас остались вопросы по назначению упражнений или по методикам, обязательно заставляйте их в комментарии. И если этих вопросов наберется на лекцию, то будет 5-я часть. Всем пока!